Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте посмотрим расклад, что вас ждет в ближайшие 3 месяца. От сегодняшнего дня, когда вы смотрите это видео, в ближайшие 3 месяца. Что вас ждет в ближайшие 3 месяца? Думайте о себе, думайте о том, что вы хотели бы, чтобы было в эти 3 месяца, да? Ну и чтобы ушло наконец-то из вашей жизни в течение 3 месяцев. Тоже подумайте об этом и будем спрашивать у карт, что они скажут. Все вам передам, все открою. И проговорите свое имя. Сейчас я выложу на 3 месяца карты, потом возьму другую колоду и сделаю маленькую сигнификацию, как карты на сегодня вас описывают, чтобы вы знали, что это ваш расклад. Ну, сигнификацию такую, да? Себя узнаете, значит, ваш расклад. Вот. Если совсем все не так, значит, следующий будет ваш расклад. Угу. Так, на 3 месяца. Первый, второй, третий. Что вас ждет в ближайшие 3 месяца? Первый, второй, третий. Что вас ждет в ближайшие 3 месяца? Первый, второй и третий. Так, и сделаю маленькую сигнификацию. Так, что карты о вас расскажут? Еще раз повторите свое имя, чтобы четко было на раскладе сегодня для вас. Угу. Карты, расскажите. Вы человек, который очень любит правосудие. Вы не любите ходить вокруг около, вы не любите что-то там не договаривать. Да, вы можете многое можете и не договорить что-то, и лисичкой где-то побыть, да, образно говоря, да. Но сама суть ваша — это правда. Вот хочется и от людей слышать правду, и самой говорить, чтобы понимать, какая ситуация, какие люди, чтобы нормально, спокойно жить. Умеете многое, но не совсем это любите и уважаете. Когда плохо, когда не так, это, конечно же, не ваше. Хотя, в отличие от вас, многие, кстати, люди живут вот в постоянной гонке каких-то обходов, гонка обходов. Я не знаю, почему это идет, что это такое. Гонка обходов. Вот бежит, и надо же обойти что-то. Это значит обман, это значит, может быть, и предательство даже, может быть, и затуманенность в голове. Человек не понимает, как оно правильно. Поэтому вы больше склоняетесь к правде, к открытому разговору, открытому мышлению и реально к какой-то натуральной естественности. Вот это ваше. А то остальное все нет, то не так. Там вас все грузит, там вас бесит, вот если такое общество рядом. Да, бывает. Бывает и так. Не всегда и не везде, но бывает и так, что на работе, но все не такие бывают. Либо там в магазин пришли, и все не такие. Это либо ваше настроение, либо реально вот как подбор такой идет. Но это идет вот по вот этой карте. Это больше идет как ваше обучение, ваша линия, которая немножечко должна чиститься.
Знаете, эта карта правосудия, эта карта магистрата, да, вышла на вас. Но как информация от нее идет очень неожиданная, необычная про вас. Может быть, да, вы даже, может быть, не совсем понимаете, что я хочу здесь сказать через эту карту, или карты хотят сказать, а я передать, да? Но что-то здесь вот не клеится немножко. Ну-ка, еще пару карт. Ну вот, и опять дальше идет пробуждение высшей силы, высший суд, пробуждение, понимание. Здесь правосудие, здесь с небес правосудие. Хорошо, я скажу простыми словами. Не то, что я начала, да, вот это все, что мне идет. Мне же идет посыл этих слов, сама должна их расшифровать и сказать вам. Это как, знаете, как какой-то лабиринт, какие-то, не знаю, как будто я реально должна сама расшифровывать, что для вас сейчас карты хотят сказать. А если так идет, значит, что-то очень важное в вашей жизни меняется. Скажу попроще, как карты вас описывают: целеустремленным, честным, правдивым человеком, который умеет смотреть правде в глаза и вообще ситуациям всяким в глаза. Но вы очень сильно устали. Вы реально очень сильно устали. Вы как будто бы... Вот ножки как будто бы устали у вас. Вот, может, реально побаливают, может быть, просто образно говорю, да, что вы как будто идете по жизни, ноги устали идти, все хочется отдохнуть, а не получается. То тут какая-то проблема, то тут что-то давит, то там вокруг и вообще, да, что-то не так происходит, как нужно. Вы как будто бы вышли из какой-то нормальной жизненной ситуации во что-то, что тяготит. Не знаю, такими простыми ли я словами сейчас говорю, да? Но я думаю, вы понимаете. Сейчас еще одно. Ну, вы императрица. Четкое послание для вас идет. Но что-то здесь не так. Во-первых, буду сейчас, конечно, смотреть эти 3 месяца четко, прям вот дотошно. Потому что вот по сигнификации я уже вижу, что вы вышли на какой-то путь свой, где вы спотыкаетесь, как будто бы, но вы все-таки, как бы там что ни происходило, ни болело, в душе, не знаю, еще что-то, да, на сердце, но вы выходите наконец-то. Я единственное, что тут вижу, если вы сомневаетесь в чем-то, если вы не верите во что-то, если вы разочаровались в чем-то, это не всегда так, но сейчас это надо выкинуть. Здесь карты именно хотят до вас докричаться, потому что эти ближайшие 3 месяца будут переломным моментом. Магистрат, правосудие, пробуждение высших сил, высшего суда и императрица. Это реально сильные карты. Но с чем-то сложным, да, вам еще придется встретиться. Но карты говорят, да не бери ты в душу так сильно. Ты слишком сильно переживаешь, ты слишком сильно страдаешь, ты слишком сильно беспокоишься. Все человеческое в тебе осталось, но не перебарщивай. Извините за такие слова. Реально вот такой посыл идет. Тройка пентаклей. Займись чем-то интересным, что тебя отвлекает. И ни у кого не спрашивай, никого не слушай, если будут говорить, что ты что-то не так делаешь или зачем тебе это вообще, да ты вот об этом подумай. Нет, все, займитесь тем, что вас
отвлекает, расслабляет и радует хотя бы немножко. Это ваш ключик к восстановлению себя, императрицы, и выхода на конкретные изменения. На конкретные изменения. Просто так такие карты одна за другой тоже не выходят. Для вас сейчас очень сильный посыл в этом раскладе идет. Я сделаю на днях, наверное, все-таки ангелов спрошу еще, что ангелы на небе говорят, высшие силы, да? Рыцарь лета. Сейчас. Король осени, рыцарь лета. По поводу финансов посмотрим, по поводу отношений посмотрим, и по поводу будет что-то интересное, дорога. Дорога близкого человека. Такое еще вижу. Близкий человек у кого-то из вас, да, по колеснице, где-то на расстоянии, либо должен уехать, либо должен приехать. В общем, дорога. Дорога разлучает, дорога связывает. Какой-то близкий человек будет перед выбором и будет тоже на исправлении. У вашего близкого человека что-то случилось. Что-то случилось. Но какая-то дорога все исправит. Колесница вышла. Так, давайте по вот этим месяцам смотреть. Да. И, конечно же, буду дополнять. Так, первый месяц. Сила. Морская ведьма. Запутанная ситуация. И гора. В обход каким-то сложностям. Знаете, этот месяц, он больше как месяц максимальной активности. И это будет вам во благо. У вас в руках будут все ресурсы и инструменты, как будто бы вот так можно сказать, даже видите, как здесь, да? И рыбка, и инструменты в ваших руках в этом месяце вот для запуска новых проектов, для смены деятельности, для решения задач каких-то очень важных, для разговора с очень нужным, важным человеком. Это вот ваш месяц. Это начало. Это только начало. Многое вы долго откладывали, потому что по горе, ну, как граница какая-то, как закрытость какая-то была. Вы многое откладывали. Ваше главное правило первого месяца, вот от сегодняшнего дня, да, я могу и я делаю. Поэтому я и в сигнификации сказала, даже если просто какой-то, кто все против, а вы вот захотели вот так сделать. Если это, естественно, вам не вредит здоровью, там, ну вы сами понимаете, то зачем других слушать? Это ваш ключик к восстановлению себя, своей силы, сила вышла, и к применению себя и своей силы в обход и в исправление того, что не доделано, что отложено, что там, не знаю, стоит, топчется на месте, я не знаю, что еще, как сказать, но вы выходите. Вы действительно выходите из каких-то запутанных лабиринтов своей жизненной ситуации. В голове у вас должны быть нормальные, хорошие мысли, позитив. Позитив и только позитив. Он будет привлекать к вам, просто притягивать к вам удачу, успех, не знаю, даже подарки. Даже просто подарки. Вот так. Это время максимальной активности. Уже с сегодняшнего дня. Если у вас есть состояние, давайте так скажу, не деньги, здоровье. Здоровье здесь больше идет, что вы себя плоховато чувствуете, либо обратитесь к специалисту, если реально это надо, и все.
Но вы откладываете. Нет, все, здесь не надо больше откладывать. Обращаемся и выходим в силу и здоровье. Либо, если просто вот усталость, нервозное истощение, здесь, может быть, вам действительно нужно выйти на свои какие-то интересы, где вы пополните свои запасы, свои вот эти вот силы, да, и возьмете очень большой старт на долголетие и на очень интересные выходы из этой горы. Как бы обходы, только обходы уже будете делать вы, а вы делаете их правильно. Вы не лицемерите, вы не обманываете, не предаете. Но обход иногда, да, можно сделать. А обход чего? Обход плохой ситуации или злого какого-то коварного человека. Даже если вы не знаете, кто, вас даже судьба подтолкнет обойти это все. Ну а так, горы сломлены. Вы идете в своем направлении. Очень хорошие карты, начиная с карты силы. Тем более еще и ведьма выходит, и в ваших руках. Это не ведьма, которая над вашей головой, как говорится, над вашей душой стоит. Вот эта вот карта. Это ваша сила. Эта карта может говорить, что вы принимаете на себя исправление своей собственной жизни. Кстати, вот здесь по этим картам, да, попроси прощения, и тебе воздастся. Не знаю для чего. Если у вас не у кого, не надо, все. Значит, вот чуть-чуть не для вас это предложение, как говорится, эта информация, да? Но кому надо, на всякий случай, попросите прощения. В прощальное воскресенье, возможно, вы просили и просите почти каждый год, а может и каждый год, да? Есть такое, я вижу отсюда информацию, но вот и сейчас пришел момент начинать новый месяц вот с восстановления силы. Силы удачи, силы продвижения, силы здоровья. Попросите прощения. Не знаю, как, что, у кого, но я точно знаю здесь... Вы этим выиграете для себя, любимый. Если мужчина смотрите для себя любимого, да, перестраивайте расклад на свою сторону, как говорится. Так, я еще кое-что тут вижу. По поводу, я беру эту колоду, по поводу финансов что-то будет. Давайте спросим. Здесь рыбка в руках. Значит, есть что-то такое. Король весны. Мужчина. С ним по поводу финансов. Рыцарь осени, рыцарь денег. Будете говорить. То, что стояло на месте, наконец-то с помощью какого-то мужчины вот к звездам пойдет. Ё-моё, какие карты. Прям одна к другой. Ответ на вопрос. Идеальный момент вот этого месяца, начиная с сегодняшнего дня, у вас будет для заработка, для того, чтобы прибыль наконец-то нашла вас как свой кошелечек, самый такой дорогой, да, прибыль придет через вашу личную активность, новые идеи, но новые идеи будут советоваться еще и со стороны. Мужчина поможет какой-то, знаете, как подскажет что-то, а вы уже дадите запуск своего дела. У кого-то подработка будет просто великолепная. Кто-то запустит, да, проект своего нового дела. Не знаю, прям вот такое впечатление, что вы будете сеять семена, а потом получать урожай. Вот реально семена, или реально вы просто будете вкладываться и, образно говоря, семена, да, и получать урожай. Вот именно то, что надо, вот эту прибыль. Очень просто вот вообще, вот то, что, ну это же рыцарь Пентаклей, то, что топталось на месте, тут еще черепаха даже, а звездочки, вы идете к этим звездочкам? Реально? С денежками все, слава богу. Единственное, что да, есть гора вот эта, да, она говорит, что у вас мог быть до сегодняшнего дня упадок в финансах. Вы как будто бы что-то теряли. Либо, если это доход, он как будто уменьшался. Если это возможности передвижения, продвижения, оно тоже как-то тормозилось и по горе, и по рыцарю. Но этот месяц начала, вот, звезды открыты.
Она вышла, эта карта. Значит, прекрасно. Уж так, чтобы вот по звезде ждать решения какой-то проблемы, легкой такой, да, или там легко ждать, не знаю, как еще правильно сказать вам, не ждите спонтанного решения, которое просто к вам придет. Создавайте это сами. И оно к вам придет. Ого-го, в каком количестве. Не ждите удачного случая, а создавайте уже его сейчас сами. Это принесет быстрые результаты и очень весомые результаты, скажу. Очень весомые результаты. Это по поводу денег, если вот вас тоже тревожит этот вопрос. Так, что дальше? Что вас ждет в ближайшие 3 месяца? Давайте по поводу отношений посмотрим. Да? Любовь. Может быть, в это же самое по картам войдет энергия дети, родственники. Ну, тоже ж любовь есть, другая, да, но любовь. Отношения, родственники, любимый человек. Так, это тройка осени. Туз зимы. Туз зимы. Угу. Что-то поймать. Колесо фортуны, колесо времени, время пришло. Время пришло. Что вот это вот мечевая карта. Ага. Так, аккуратнее ходите, кстати, вот по этой карте. Аккуратно ходите там, где есть сосульки. Потому что после вот этой сосульки идет 7 весны. И он как бы наверх, да, поглядывает и, ну, как бы убирает сверху. Все это в реальной жизни. Это подсказка для реальной жизни. У кого там где сосульки висят, если у вас такое есть, будьте аккуратны в этом случае. Не знаю, ну, на всякий случай, да, в принципе, вы и сами знаете такие моменты. С детства, да. Ну, у кого-то и нет, может, сосулек. Я кое-что другое сейчас вот говорю, но кое-что другое вижу. Время ярких жестов, да, есть. Уже начиная вот с сегодняшнего дня. Но я вижу, здесь вы притягиваете людей с своей уверенностью. Уверенностью. Есть... Смотрите, если вы в поиске... Если вы действительно хотите, чтобы рядом с вами был мужчина, который будет вас любить, это самое такое вот сильное время для знакомства и вашей инициативы. Ну, не знаю, может быть, вы этого не хотите, да, чтобы вы инициативу проявляли. Но карты говорят, именно ваша инициатива сработает на все 100% радости для вас. Так что если вы в поиске, если вы в желании притянуть к себе любовь, то как бы это в ваших руках. Это в ваших руках. Да, ваша инициатива очень будет шикарной для знакомств и новых отношений. Смотрите, если у вас есть отношения, ну тогда вы здесь в этом месяце становитесь лидером в этих отношениях. И вот это лидерство, оно задает тон и вас вдохновляет на будущее. Но самое интересное, что вот все это, оно вдохновляет партнера вашего. Вот что самое интересное. Поэтому здесь сосулька вот это не просто так вышла. Ну, это туз мечей. Говорю про сосульку. Это не просто так вышло. Иногда вы переживаете, что как-то я лидером, пусть мужчина будет лидером, допустим, да, в каких-то эпизодах жизненных там или понятиях. Ну, либо еще что-то по-другому как-то. Как это не ждать какого-то сюрприза от кого-то? А вот карты говорят, инициатива твоя. Ты лидер сейчас, но и так же само ты вдохновляешь
этим самым человека для любви, благополучия. И он не будет чувствовать: ты лидер, а я никто. Нет. Наоборот, это его притянет, потому что он почувствует силу рядом с вами. И это будет вас объединять. Я не знаю, надеюсь, вы поняли, что карты хотели сказать вам. Надеюсь, вы это поняли. Потому что колесо времени, это значит, время пришло для исполнения фартового, вот этой фортуны, да, удачи, какой-то, не знаю, радости жизненной. Вот именно вот время пришло для вас вот это все сделать. Так что с началом этого месяца и вообще, ну, кто сейчас смотрит, когда я делаю этот расклад, это весна. Расклад, время, там годности, давайте так скажу простым языком, время годности не имеет. Да, он всегда, когда нашли, значит ваше. Вот как-то так оно 100% так идет. Все в свое время, как говорится. Но если говорить сейчас, весна начинает очень неплохо закручивать в какой-то вихрь ситуаций ваш интерес, вашу жизнь, вашу интересную жизнь. Угу. Почему карты вы так сказали? Дайте-ка я у них спрошу. Потому что иногда странно, что они говорят, но иногда они хотят это сказать. Почему вы говорите, что вот надо инициативу проявлять? Почему девушка, женщина, да, должна стать лидером для того, чтобы партнер понял, что он тоже хочет любви и всего остального, и тоже стал таким вот сильным, интересным, да? Почему так именно? Пришло время выходить из тяжелых каких-то пониманий, из тяжелых испытаний, из тяжелого одиночества, из тяжелого состояния, как будто ты никому не нужен. Нужно взять себя в руки, и тогда сразу же тебя увидят. Ты как будто закрыт в каком-то футляре, в какой-то пустой, одинокой комнате. И пришло время реально открыться. И тогда тебя заметят, тебя увидят, и у тебя пойдет поток каких-то таких реально вдохновляющих, интересных событий. Вот так. Давайте следующий месяц посмотрим. Так, что здесь? Паж мечей. Башенка, да, ключи на деревьях, башня, вот такая вот идет карта. И ключи. Здесь ключи, вот написано на деревьях башня, и слон держит ключ. И здесь ключи. Паж мечей – это мысли, это решения, это разговоры. Угу. Следующий месяц – месяц очищения. Следующий месяц, да, месяц перемен. Второй месяц от сегодняшнего дня. Ну, потихонечку в этот, да, перешли. Это период тишины. Ключиком закрылся, ключиком открылся. Переоценка ценностей. Две карты ключей. Вы поймете, что какой-то багаж из прошлого, старые дела, привычки, вот привычки под ключ, или что-то еще, знаете, изжившие себя контакты в телефоне, просто в телефоне, что оно уже годами вы не звоните, может быть, его спрятать в какую-то папочку, и чтобы оно вообще не мелькало. Не знаю, но если надо, пусть будет, естественно. Если надо, пусть будет. Может, действительно, годами не общались, а вдруг потом надо будет. Но здесь больше, конечно, по картам идет как изжившиеся контакты прошлого. Это, ну, с кем вы общались, но уже и не хочется, уже и не надо. И просто не думайте о них.
Следующий месяц, если по месяцам весны, допустим, да, вот как сейчас расклад делаю, апрель будет месяц перемены и очищения. Именно надо будет почистить, как открыл сундук и проветрил все вещи, что там лежат, образно говоря. Вас тянет назад, иногда тянет. В апреле может тянуть еще больше. Потому что здесь раскрутка, а здесь немножечко как уборка. Открыть окна, проветрить, действительно там, не знаю, убрать в чулане, как говорят, да, сундучки пооткрывать, шкафы там, вещи поразвешивать, чтобы они проветрились. Что-то типа этого нужно будет сделать, но еще и в душе. Еще и в душе, в переносном смысле, да. Да, вас тянет назад, вас будет тянуть назад. Это время добровольного отказа от лишнего ради чего-то большего. Я поняла. Именно апрель, именно вот второй месяц, да. Если вы летом смотрите вот от сегодняшнего дня, значит второй месяц будет для вас очищением. Просто зайдите. Сейчас не надо, сейчас раскручивайтесь. Такое все, да. Надо через гору вот здоровье набраться, через гору все на места поставить. А здесь как будто вы заходите домой в комнату и просто по часовой стрелке вот так вот крутитесь и смотрите, а что надо из нее выкинуть. И это будет именно второй месяц от сегодняшнего дня. Именно там будут те энергии, которые будут говорить. Вы почувствуете, реально почувствуете это. И вот они будут говорить вам как-то на подсознании, на подсознательном уровне. Очисть место, освободи место для того, чтобы сюда пришло что-то новенькое. Если у вас есть старые, дырявые, рваные тапки, выкидывайте из дома именно в следующем месяце. Вот какое сегодня число? Вот такого же числа следующего месяца это сделайте. Когда вы смотрите это видео. Следующего месяца в это число сделайте это. Тапки просто выкидываем. Вы их уже носить не будете. Ну, может быть, и будете, но как? Пока еще поношу. Пока нет. Выкидывая вот эти рваные тапки, рваные, не знаю, может быть, шлепки, сапоги даже, да, если они уже все треснули, порвались, вы как будто бы освобождаете место в своем доме, в своей жизни, не только для новой обуви, а для поступления финансов для этой обуви, для прихода нового человека в вашу жизнь, очень хорошего, нужного во всех сферах, где вам именно надо это. Опять же, какой-нибудь очень умный человек, чтобы подсказал, очень хороший друг, подруга, хороший специалист какого-то дела, да, и любимый человек, любимый мужчина, либо любимая женщина для мужчины, да, вот кого вы ждете в свою жизнь. Это как будто будет знак такой, что ты выкидываешь, но ты освобождаешь место для того, чтобы тебе пришло в эту жизнь. Это будет очень сильно. Раз эти карты, две карты вышли, карты ключей, тем более еще паш мечей, это железо, а ключики из железа, да? Поэтому здесь реально надо будет очиститься для того, чтобы большее, самое лучшее пришло в вашу жизнь, и вы будете дальше жить, радоваться, обновляться. Какие-то интересные сюжеты, события. Кстати, новости ждите. Новости ждите именно в следующем месяце по какой-то вашей проблеме. Какая-то проблема, либо что-то, что вас давит, что вас нервирует, что вас тревожит и пугает, оно, вот ключи, оно разрешится. Ваш дом почистится, и ключи к новым перспективам, как двери откроют. Так что ждите новость. Это разговор, это новости паш мечей, которая вас порадует, которая даст вам надежду на перемены, наконец-то, которые вот входят в вашу жизнь. Ну, карты сильные. Такое вот все здесь, но карты сильные. Так, по поводу, давайте, финансов еще немножко посмотрим. И любви, да. Двойка осени. И что у нас с финансами? Рыцарь зимы. И
И 4 осени. Мое никому не отдам. Кстати, по 2 осени это выбор, 4 осени это финансы, пентакли. Держит свое в руках, нечего разбрасываться. А рыцарь весны, то есть зимы, это рыцарь, опять же, тут паж, тут рыцарь мечей. Да, возможно, вы решите закрыть какой-то невыгодный проект или сменить направление траты, да, куда вы будете тратиться. Приберегите свои карты, кстати, карты, может быть, планы, там, деньги, в общем, деньги по поводу каких-то, подождите, сменить направление трат. Финансово месяц он может быть превосходным, да, потому что финансы вышли. Что вы хотите сказать? Карты. Ага. Но он переходный. Колесо времени, время пришло. Опять колесо времени выходит. Но он переходный. Старые источники дохода отпадают, освобождая место для более крупных сумм в будущем. Старые источники дохода отпадают. Либо они чистятся, меняются и исправляются, либо вы действительно переходите на какое-то новое доходное место. И там будут действительно крупные суммы в будущем, где и отложить сможете, и купить, что хотите, и порадовать себя. Какой-то большой красивой поездкой даже. Вот такое я вижу здесь. Он переходный. Но, потому что тут выбор, здесь мое, но решение есть. И решение в переходный период. То есть это переходный период, но в новый период, вот так скажу, в новый период, где будут ключики к достижению открыть вам или открыты. Немножко запутано. Поэтому я немножко путаюсь. Бывает так. Почему? Иногда льется расклад очень легко, а иногда я начинаю путаться. Почему? Дайте-ка я вот эту колоду возьму сейчас. Другую далеко. Луну. Почему я так вот... Вроде я четко вижу, что это, но что-то мне как хвостом закрывает. Почему именно следующий месяц? Или... Первая карта ведьмы. Из целой огромной колоды. Вот почему. А я думаю, да что ж не так сегодня? У вас реально идет очищение. Ну вот ведьма здесь выходила, но это в ваших руках. Да, через нее могу сказать, что уже с марта вы начнете исцеляться и чиститься от каких-то магических воздействий, либо каких-то плохих пожеланий в вашу сторону. Ни в коем случае в ближайшее время не давайте трогать себя за локоть. Не давайте. В следующем месяце денежки поберегите, лучше откладывайте, чем будете раздавать. Ведьма закрывает мне. Вот такая вот ведьма вышла. Закрывает мне почему? А кто-то очень сильно не хочет, чтобы у вас наконец-то начало что-то исправляться. Наверное, очень долгое время кто-то из вас жил вот в каких-то вечных проблемах, когда одно за другим, вроде бы все уже. Вот здесь надо начинать что-то вот реализовывать, чтобы оно радовалось, а опять какая-то проблема как свалится, и на нее и средства ушли, и нервы ушли, и все такое, да и время ушло. Вот кто-то очень сильно не хочет, чтобы у вас наконец-то начало все это исправляться, а у вас по судьбе оно реально идет на исправление вот эти 3 месяца весны, даже если вы не весной смотрите. Когда-нибудь я весной делаю расклад, а кто-то найдет и позже это видео, очень важное. В свое время будет для вас. Да. Ей идет завершение этой ведьмы. Бесится. Посмотрите, карта смерти вышла. К ней.
Ох, она сейчас бесится. Ой, как ее штормит, эту женщину. Женщина. Звездочки. Якорь. Женщина. Написанная карта женщина. Да, это женщина. Новые дороги открываются вам. У нее якорь на грудь падает. У вас тяжесть с груди. Как будто вот спадает. Кстати, да, могу сказать, что у кого-то, кстати, вот по якорю и вот здесь дыхание, у кого-то из вас есть такое, что вам до конца вздохнуть не можете. Вот как будто воздуха не хватает. Зеваете, и то как-то не так. И вечно можете зевать, даже вечно, и днем, и там, и утром. Вот такое может у кого-то быть. Или да, или как вот полный вздох сделать, а как не хватает все равно. Есть такое, что хочется прям вслух вот так вот дыхнуть, а все равно маловато. Вот кто-то вас очень сильно энергию вашу пил. А теперь вам возвращается сила. Она ж первая карта вышла. А ей, этой ведьме, которая мне сейчас вот так вот бегает по раскладу, это ее энергия, она... Вот ей возвращается вот эта боль, вот эта утрата, что она вам делала. Ух ты ж выскочила. А раз выскочила сразу же из всей колоды, значит точно ей там... Она болеет, она нервничает, у нее что-то действительно болит, она может заикаться, да, она может задыхаться, может быть, она уже спотыкнулась, упала, что-то там больно ей, либо в скором времени вот будет такое, что она будет идти на ровном месте, спотыкнется, потому что у вас идет прогресс, потому что это вы наконец-то выходите из каких-то ограничений, из каких-то реальных каменных проблем. Ого, женщина, что ж ты делаешь? Зачем ты такая ведьма, а? Украсть хотела, воровство карта идет. Украсть у вас счастье хотела, деньги, здоровье. Ну такое. Вот такое вот. Да, вам идет возвращение вашего урожая. Я же говорила, да, что вы как будто вот будете семена сеять, и вот карта урожая выходит, что как будто вот сам свой виноград. Не знаю, может, виноград действительно. Почему мне виноград вышел? Ну, в принципе, здесь он есть, да, кажется. Не знаю, у меня ассоциация с виноградом — это когда лоза растет, и как будто вас вот как руками, да, может обнять и дать вам здоровье. Ну, вот такая ассоциация, поэтому и сказала виноград. А вообще, может, вы виноград сажаете, да, может быть, любите его кушать, может быть, покупаете, да, иногда. Ну вот придет время, когда вы реально, прочувствуете какое-то здоровье такое, да, прилив энергий, а она, наоборот, будет плакать. Ей идет болезнь. Следующая карта — это болезнь. Вот ей возвращение, ведьме этой. А вы свой урожай будете собирать. Но этот урожай — это карта еще и по поводу каких-то личных отношений в вашу жизнь. Наконец-то это личное счастье ворвется, да. Может быть, вы слишком много вкладываетесь в детей, и хочется, естественно, ответа, да, такого, что у них все классно, и ваша душа радоваться будет. Вот такое идет. А ей вот болезнь. Вот женщина. Какая-то женщина. Кстати, вы с ней, вы ее знаете. Это не посторонний человек. Вы ее знаете, вы с ней общались. Но ей идет обраточка. Так. Ну, давайте здесь еще немножко посмотрим по поводу чувств, да, на второй месяц. Новое. Вот тут башня, и это горящий дуб, горящий дом. Это башня. Время будет честного разговора, но больше с собой, опять же. Хотя разговор с кем-то будет очень даже такой весомый.
Но и с собой честно поговорить должны будете. Вы можете решиться оставить в прошлом обиды или какие-то токсичные общения, отношения, ну все такое. И не то, что можете, вы это сделаете. Вы это сделаете. Это не про потерю, а про освобождение, еще раз говорю, места для того, кто вас действительно достоин и с кем вам по пути. Вы вот идет человек к вам, и даже то, что вот он идет, но своим внутренним состоянием вы можете закрыть для него дверь, да, скажем, образно. И он мимо может пройти. Поэтому карты и говорят в сегодняшнем раскладе: открывай себя, выкидывай из себя грязь. И непонимание, и непринятие. Я счастлива, так и будет. Вот так и говорите себе. Я любима и люблю, я счастлива, я красивая, я успешная. Вот такими красивыми словами говорите себе каждый день. И когда ваша головушка, любимая, да, умненькая, она это примет, это все перейдет в душу, сердце, и все это откроется. Энергии откроются, и человек реально придет строить новую жизнь с вами. Он действительно будет достойный. Тот, кого вы ждете. Реально. Любовь придет в вашу жизнь после честного разговора. Сначала с собой, потом с этим человеком. Так же само могут нормализоваться отношения и с каким-то из родственников, если вам это действительно нужно и очень хочется, и с детьми. Исправится ситуация, если у вас есть проблемы. Сначала подумайте о себе, про себя, где мне не так, да, а потом выходите на разговор с близким человеком. Вот так. Десятка весны. Вы как будто реально какой-то груз с себя скидываете и получаете ключик к изменениям. Угу. Ох, сегодня расклад с этой ведьмой. Вот зараза такая, извините за слово. Извините за слово, но вот влезет она. Ой, я сейчас улыбаюсь немножко, да, потому что я вижу, что она отходит, не хочет, как за последние надежды цепляется, но она отходит, и вы защищены. Да, я посмотрю следующий расклад с ангелами, что там у вас как защита, может подсказка какая будет, какой-то оберег, может, сделать надо будет. Так, десятка, третий месяц, десятка монет. Десятка монет — это открытие к перспективам и вообще получение даже. Так что подарок ждите, вот именно что финансы в руки ждите хорошие такие, будете радоваться, наконец-то сможете позволить себе отдохнуть, а не в гонке за денежками, потому что по копейке платят, допустим, да. Так, что тут день и ночь? Ну, как бы сможете и дню радоваться, и ночью отдыхать. С другой стороны, ага, дом. Дом, радость, любовь, благополучие, новое построение. Видите, какая вьет гнездо, он в гнезде, да? Так что еще и, да, радоваться в доме вы будете очень сильно. А ну вот эта карта, что ты хочешь сказать? Что ты хочешь? День и ночь. День и ночь, что ты хочешь сказать? Рыцарь весны и Геральт зимы. Это Паш, разговоры. Рыцарь весны — это разговоры. Смотрите, во-первых, я вижу переход уже в новый этап, но там будет вообще интересно. Но вот этот месяц следующий, ну как третий, да, если по весне, как сейчас я расклад делаю, это май. Это май. Если, говорю, еще раз скажу, в другое время вы смотрите, то, значит, сами считаете себе, да? Но вот этот май, он реально как май. Он как возрождение, он как восстановление, он сила, он радость, он счастье. Вы с мая начнете новую жизнь. Здесь подготовка, здесь очищение, здесь открытие, здесь уже и денежка, и
где-то ночью выспался, где-то ночью погулял, где-то днем получил заряд бодрости, где-то наоборот, не знаю, там пошел по каким-то делам, справился, да, и радуешься. Да, устал, но радуешься. Вот. А в дом приносишь свое благополучие, радость, успех, ключиками открываешь. Радость по поводу детей будет, радость по поводу детей, денег, и вы. День и ночь — это вы. Это ваша суть. Потому что вы всегда, вы везде, вы сила. Нельзя себя делить на день и ночь. Нельзя себя делить на половинку, да, где-то я вот так могу, а где-то нет. А вы везде можете. Вы везде можете. Ваша сила в ваших руках. Восстановление, избавление от чего-то, ну, такое идет. Что еще карты скажут? Это, знаете, это месяц, наконец-то, стабильности. Вот реально такой стабильности, триумфа. Кстати, раз день и ночь вышла карта, это триумф. Ну, скажу, даже если вот, опять же, да, 3 месяца как финал, если это весна, финал весны, и оно принесет вот какой-то долгожданный комфорт и конкретные плоды исполнения того, что вы хотите. Вот вы радоваться будете. Да и здесь вы тоже радоваться будете многому, но здесь вообще. И это действительно сбор урожая. Да, вы как бы после мая еще будете что-то, может быть, сажать там, или только начнете, у кого как. И еще раз скажу, что, может, в другое время вы смотрите. Но образно выражаясь, да, вот вообще как по энергиям, да, говорить, то это реально сбор урожая, когда усилия первых 2 месяцев стабилизируют и превращаются в эту стабильность, уют и исполнение. Вы наконец почувствуете твердую почву под ногами. Вы наконец почувствуете твердую почву под ногами. Это вообще хороший расклад. Ну, ведьмочке плохо будет. Ох и плохо. Как же она выскочила. Так, Геральт лето. Переход. У вас трансформация. Да, конкретное очищение вы пройдете и будете радоваться. Это самый успешный по 10 пентаклей месяц денежный. Дальше тоже будем смотреть. Но из этих 3 самый успешный. Ожидайте в этот месяц премий, хорошей прибыли, удачные крупные покупки для дома. Они принесут вам радость и не уберут поток денег именно вот в этом месяце. Потом ваше финансовое положение становится надежным, реально вот после всего, да. Вы это поймете и укрепите. Но оно будет предсказуемым, поэтому в вашей голове, в ваших руках все остальное. Это не сюрпризы. Это то, к чему вы шли, пришли и от судьбы получать будете. Перемены ждите прекрасные. Феечка, да, подвешенная немножко ситуация. Время тепла и гармонии есть, но оно будет спокойствие такое. Вот эта вот гармония ваша в этом месяце, это больше как спокойствие. Наконец-то вы успокоитесь и отдохнете от чего-то тревожного. Что еще? Защитите себя и других от чего-то. Ну, так идет, потому что вы такой человек. Здесь идет период глубокого доверия, да, и спокойствия, я уже сказала. Для тех, кто одинок из вас, май сулит встречу с человеком для всей жизни вашей. Хотя здесь вы уже можете его встретить. Просто здесь будет откровение, которое поставит все на свои точки, на свои места. Либо вы уже его встречаете и как будто бы вот постепенно приближаетесь друг к другу и вот приблизитесь. Либо да, вы здесь делаете для себя, а здесь встречаетесь. Но мужчина
для мужчины женщина, девушка, да, парень, это идет в вашу жизнь. Серьезно, это идет. Тепло, гармония, спокойствие, доверие, встреча. Серьезное все такое, надежное и настроенное на создание семьи. Настроенное на создание семьи. Или восстановление семьи. Если вы были в ссоре, вот, если вы хотите, да, встретиться заново с человеком, с которым были в ссоре, то здесь восстановление идет. Вот так. А давайте-ка посмотрим по Луне по поводу мужчины немножко. Карта жадности и парусник. Жадность, он никому вас не отдаст, вы для него сокровище. Парусник — это вот прибытие, встреча, это дорога. Так что да, даже эти карты. Княгиня в своей жизни вы счастливы будете, ох, счастливы. Радость будет, шутки, смех, что-то хорошее, мастер своей жизни, мастер своего дела, и мужчина такой вот сильный в вашу жизнь идет, действительно. Это спокойствие больше карта говорит, как я уже и говорила. Отшельник, выход из одиночества, что время пришло выходить. Да? Мечты начнут исполняться, вы как будто бы покажете. Вот просто вот покажете, что вы хотите, и оно действительно будет исполняться. Что-то тяжелое вы сбросите с себя. Будет переписка, будет сообщение от каких-то людей, от какого-то человека. Будете решать важные вопросы, и дорога вам открывается. Хорошая, интересная. Там дальше вообще интересно, наверное, будет. Да, куда-то вы еще поедете, где-то отдохнете. Это точно. Вот это точно. Потому что вы к этому подойдете, и вы этого захотите. Даже если сейчас не верите и не думаете об этом, вот здесь вы точно будете этого хотите, вы это сделаете. Вот так вот. Ну, вроде бы все. Давайте еще напоследок, да, посмотрим. Кстати, а давайте посмотрим немножечко, напоследок именно, да, по поводу вот этого 2-го месяца, когда еще ведьма выпала. Что еще этот скажет, как, не знаю, совет, может быть, какой, да? Совет, может быть, какой-то даст. Жрец. Верховный жрец вышел с первой карты. Да, этот месяц реально будет требовать от вас решений, важных решений. От чего нужно будет отказаться, куда идти дальше. Эта карта советует не рубить с плеча в состоянии суеты. Суета может присутствовать, но не рубите с плеча. Здесь немножко как рекомендация даже от викария, это жрец, да, немножко нужно замедлиться будет. Вот именно в этом. Здесь гонка, здесь замедлитесь, а здесь уже радость. Замедлитесь. Если почувствуете, что эмоции зашкаливают, ну и тут паш, и тут паш, вот, мечей. И тут, и с этой колоды. Вот одно четко, вот четко карты говорят. Да, если почувствуете, что эмоции зашкаливают, или вы не знаете, как поступить, возьмите, да, немножко паузу. Даже если пара дней всего лишь, но вам нужен будет этот отдых. Либо, знаете, пара дней, может быть, информационного детокса какого-то, да, сделаете себе. Но это даст вам ясность, которой не хватает, которой особенно не будет хватать в спешке. Такое. Луна, но Луна здесь нужно восстанавливать ресурсы. Это значит, действительно, после активного 1-го месяца, да, назову март, после активного марта вы можете почувствовать усталость. И вот этот месяц апрель — это больше как время накопить силы перед мощным и денежным и удачным маем.
Не корите себя за лень. В этот месяц необходимая подзарядка будет. Слушайте тишину, ответы на вопросы, тем более викарий выходит по тройке осени, с кем-то будете общаться, если надо. Ответы на вопросы об отношениях, о деньгах, о чем-то еще, они придут извне. Ну и сами себе решите, что, как действительно, но в состоянии такого успокоения больше. Больше как изнутри все будет идти. Да, вы будете общаться по троечке на работе, где-то вне дома, да, но чужое мнение не сильно берите в голову. Вот ваше, оно будет самым правильным, даже если вы будете сомневаться. Вот лучше не сомневаться в себе. Хотя послушать кого угодно можете. Здесь именно так карты говорят. Как только вы успокоите ум, как только вы успокоите себя, вы четко увидите, какая дверь по вот этим ключикам в вашу жизнь уже закрылась, а какую пора открывать и где-то даже стучать в нее. Знаете, вот короткий девиз на второй месяц. Семерочка пентаклей. Тише едешь, дальше будешь. Семерка пентаклей — это когда ты вроде бы уже вложился, но результат или там урожай вот еще здесь будет. Здесь вкладываешься, здесь результат. А здесь вот как раз тише едешь, дальше будешь. Это семерка осени. Когда уже вложился и стоишь, ждешь. Когда будут результаты? А они таки будут. Они обязательно будут. Так что тише едешь, дальше будешь. Уходя от старого, делайте это спокойно и с достоинством. И да, именно здесь я сказала про вот эти вещи. Да, тапки рваные, что-то еще такое, вот, что нужно выкинуть. Выкинуть и выкинуть, вот почистить. Все вроде бы. Да, расклад, конечно, интересный. Очень даже. Двойка лета. Любовь, гармония — это ваша жизнь. И посмотрим, да, на следующие месяцы. Все-таки посмотрим, что там летом будет, да? Какие поездки, встречи, любовь, не знаю, свидание, может быть, да? Что-то, может быть, ребенок ваш прибежит, расскажет интересненькое. Будем смотреть по поводу лета, какое же оно будет. Пока что вот так. Это карта на заключение. Счастье вам огромное. Огромное-огромное вам счастье. Пусть все будет у вас так, как хотите вы, потому что вы хотите хорошего. Обязательно только хорошего. И не только для себя периодически, а то и всегда может быть, да, поэтому пусть будет действительно вот на вашей улице праздник, и пусть вам дается эта сила, здоровье, а всем ведьмам возвращается все, что они делали вам, и просто на возврат. Свое не посылаем, как я всегда говорю, да, свое пожелание не посылаем, а вот обраточка пусть идет обратно. Нечего лезть, нечего плохое делать. Кстати, по двойке лета я тут еще увидела, что действительно какой-то очень интересный мужчина, ну, будет с вами общаться. Я его вижу больше как опытный человек, начальник, может быть отец, может старший брат. Он как будто бы старше вас. Будет с вами общаться, у вас будет с ним общение по каким-то конкретным делам. И дельный совет он таки даст вам, да. Он хороший совет даст. Все, на сегодня все точно. Это еще сейчас про лето карты расскажут. В следующем раскладе обязательно. Все, на сегодня все. Счастья вам огромадное, преогромадное. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите колокольчик. И оставайтесь со мной. Даже когда ведьма какая-то путает мне, я тут запинаюсь, заикаюсь, может быть, да, а я все равно вытяну информацию, и мы все равно в раскладе призовем вот эти энергии и очистим свой путь. Поэтому
расклад на YouTube-канале, там, где мой канал, именно не ворованные у меня видео, а где мой канал Ананки Тарот и Анна Тарот на YouTube, только на YouTube, они чистят, они, я всегда говорю, и до расклада, и после расклада вот эти слова специальные, чтобы вас, немножко и меня тоже, я тоже не хочу попадать в эту ведьму, да, в эти энергии, очищают и прибавляют, улучшают, лечат ту энергию, которая, да, должна прийти в вашу жизнь, чтобы радоваться, чтобы быть здоровой. Так что оставайтесь со мной. Я вас всегда жду на своих раскладах, на своих каналах. И увидимся, услышимся на связи. Да? Все, всего доброго.